Приветствую вас, разработчики и любители игр. Я, Егор, Unity-разработчик с уже почти 12-летним стажем. Сижу на кухне, делаю свою 3D Action RPG и делюсь с вами результатами разработки. И сегодня я расскажу вам о том, что вы, скорее всего, недооцениваете в своей игре. Система инициализации. Инициализация? Ну что, просто нажал старт и все заработало. Скажете вы. Но если это делать неаккуратно, то ваша игра рискует столкнуться с кучей проблем. Недоступные ресурсы, сломанный UI, лаги на старте и даже краши. Почему же нужно грамотно продумывать этот этап? И как создать идеальную систему инициализации? Я расскажу вам буквально за несколько минут. Представьте, у вашего проекта куча систем. Ресурсы через Addressables, полуигровых объектов, систему UI, рендеринг и много-много-много другое. И все это работает отдельно. Что происходит в таком случае? UI пытается загрузить какие-то данные, а система Addressables еще не запустилась. Модуль рендера пытается загрузить камеру, а она еще не готова к работе. Постоянное обращение к объектам, которые еще не были созданы. И попытка получить данные, которые еще не были закэшированы. В итоге мы получаем лаги, баги, краши, пустые экраны, утечки памяти и все в таком духе. Без центральной системы инициализации каждый модуль стартует хаотично, надеясь, что другие уже готовы к работе. Вот почему нам нужна единая точка входа. Она возьмет на себя управление порядком, какие модули стартуют первыми, какие модули ждут данных от других модулей, и только потом начинается старт игры. Конкретнее рассмотрим проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если не используете единую систему инициализации приложения. Во-первых, это проблемы, связанные с зависимостями между модулями. Игровые модули не существуют в вакууме, они все друг с другом связаны. И обычное дело, когда один модуль требует какие-то данные от другого модуля. Например, система Addressables загружает какие-то ресурсы, объектный пул эти ресурсы инстанцирует и кэширует, а система UI их отображает. И в данном случае, если мы не соблюдаем строгий порядок инициализации каких-то модулей, то игра может споткнуться в самом начале. Все это можно решить за счет единой системы и строгого порядка загрузки модулей. Вторая проблема – асинхронная инициализация. В большинстве современных проектов мы работаем с асинхронными задачами. Загрузка текстур, загрузка каких-то бандлов, ресурсов, кэширование данных – все это происходит в фоне, чтобы не тормозить игру. Но с этим также связаны свои трудности. Как убедиться, что асинхронные задачи выполняются в нужном порядке? Что если одна из задач завершится с ошибкой или займет слишком много времени? И как дождаться всех модулей, чтобы они были готовы одновременно? Поэтому хорошая система инициализации обязана поддерживать такие вещи. Уметь запускать асинхронные задачи с ожиданием выполнения. Дождаться загрузки всех модулей, прежде чем дать игре запуститься. Учитывать возможные ошибки и уметь работать с ними. Простой пример реального кейса с теми же самыми бандлами. Сначала мы должны проинициализировать модуль бандлов, загрузить с сервера бандлы, необходимые нам для старта игры, после чего мы можем прогреть пул, и затем мы можем стартануть игру, чтобы UI показал загруженные с сервера окна. А теперь давайте посмотрим, как все это выглядит в коде. Начнем с интерфейса iNiциalization Controller. Это универсальный контракт. Каждый модуль должен реализовать его для своей инициализации. 10 методов инициализации, асинхронный, и событие, говорящее нам о том, что модуль завершил свою инициализацию. Реализация выглядит достаточно просто в моем случае. Возьмем, к примеру, модуль Addressables. Контроллер инициализации в качестве зависимости получает фасад модуля Addressables, вызывает у него метод инициализации и отчитывается о его завершении. В данном случае операция синхронная, и нам не нужно ничего ждать, поэтому мы сразу завершаем задачу. А в случае с модулем рендеринга, его инициализация асинхронная и занимает какое-то время, и нам необходимо дождаться ее завершения. Точно так же будут создаваться и другие контроллеры инициализации в этом приложении. А основной дирижер этой системы – фасад. Именно в фасаде указываются команды инициализации и последовательность их выполнения. Фасад следит за процессом инициализации и не позволяет запустить ее повторно. Он по очереди запускает все команды инициализации и дожидается их выполнения. А когда все команды будут выполнены, он отчитывается о завершении процесса инициализации. Все команды инициализации прокидываются в DI-контейнер. Чтобы все это запустить, нам нужен Bootstrapper. В методе awake он инициализирует наш контейнер. Когда контейнер будет готов, он достает из него модуль инициализации и запускает у него метод инициализации, в который передает наш контейнер, из которого модуль сможет достать команды инициализации. А когда модуль завершит свою работу, мы можем спокойно стартовать приложение. Вот такая простая, но мощная структура может спасти ваше приложение от хаоса инициализации. У нас есть единая точка входа, асинхронность с контролем порядка и учитывание реальных зависимостей. Попробуйте внедрить такую систему в свой проект и сразу почувствуйте пользу. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайк и напишите, как вы подходите к инициализации своей игры. Спасибо за просмотр. До встречи!